Ой. Итак, друзья, обещанное знакомство Мартина и Бублика. Посмотрите, какая у Мартина прекрасная беретка. Мартин как настоящий француз. Он пока не понимает еще этого. Мартин. Bonjour. Изучай русский с удовольствием и с русским радиошоу. Изучай русский с удовольствием. Друзья, всем привет! Мы в Париже. Это Мартин, это Бублик, это Ольга. С Ольгой вы уже знакомы. У нас сегодня очередной выпуск. И сегодняшний выпуск предназначен для студентов, чей уровень B2, C1. Так что вы будете слышать практически аутентичную русскую речь. Друзья, вы можете включить субтитры, вы можете скачать PDF-файл. Бублик хочет играть. Скажи, пожалуйста, почему ты Бублика назвала Бубликом? Он же у тебя француз. Мне хотелось дать имя, которое не будет у других собак. А как ты его называешь уменьшительно-ласкательно? Бубличка, Бубуня. Я уверен, что студенты уровня B2C1 знают, что такое Бублик. Меня часто спрашивают, почему Мартина зовут Мартином, и даже мне писали иногда комментарии, что не очень красиво называть собаку человеческим именем. Значит, официальное заявление. Имя нечеловеческое. Мартин назван так в честь моего любимого персонажа. Книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв. В русском переводе эта книга называлась «Путешествие Нильса с дикими гусями». Это была моя любимая книга детства. И там был гусь по имени Мартин. Так что Мартина зовут в честь этого гуся. Ольга, наши зрители и слушатели, которые уже посмотрели и послушали наше прошлое интервью, знают интересную историю твоей семьи. Я бы хотел сейчас поговорить о двух твоих основных работах. Ты гид и ты преподаватель или преподавательница французского языка. Да. Начнем давай с работы гидом, потому что мне кажется, чтобы быть гидом, знаний мало. Нужен талант, нужна харизма, нужна любовь к тематике, к людям. Как получилось, что ты стала работать с гидом? Слушай, это получилось очень гармонично, и, как говорят французы, натюрель. Меня стали впервые где-то просить проводить прогулки для друзей, для гостей. И вот потом сарафанное радио. Первая моя прогулка как раз проводила по Монмартру, поскольку я здесь живу уже 15 лет. Для меня это было как вот показывать свой дом. И я решила показывать Монмартр не туристический, а Монмартр, в котором я живу. То есть как раз вот для своих. Так и назвала эту прогулку «Монмартр для своих». Нам сделали замечание, что мы гуляли с собаками в парке. Moi, je peux continuer. Это просто такая тема, я немножко в нее включилась, потому что с собаками в Париже на самом деле достаточно проблемно. Не пускают ни в какие садики, никакие зеленые. То есть можно гулять только по асфальту. И есть ассоциации, которые борются с этим и действительно разрешили гулять с собаками из-за того, что жара. Так что я не готова отпускать эту возможность. Правильно. Мужчина сделал замечание, что мы были в парке с собаками. В этом плане, кстати, Барселона очень толерантная, мне очень кажется. толерантный Италия город. тоже, да. Это прекрасно. Мы записываем интервью как раз после твоего 3-дневного марафона, когда ты сдавала экзамены на получение уже какой-то официальной квалификации. Лицензирование, да. То есть до этого момента ты проводила просто, например, прогулки по городу. Существует определенная правовая система, каким образом можно работать в качестве гида. И все, что касается прогулок по городу, по улицам, это может делать каждый, кто хочет. Для этого не нужна лицензия гида-конферансье. И если уже хочется собирать группы, их возить в Шато-де-ла-Луар, замки Луары, в Лувр, то нужно получать лицензию, которая выдается государством. То есть это прям вот такое лицензирование. И я вот этим занялась в прошлом году и нашла 2-годичное лицензирование, где у
у нас преподают историю искусства, преподают историю Парижа. В общем, один из самых сильных преподавателей, который всех гидов парижских там за последние 50 лет, мы как раз его будем последним выпуском. То есть ты стала в очередной раз студенткой? Да, в 42 года. Скажи, пожалуйста, твои туристы в основном русскоязычные или ты также проводишь экскурсии на французском языке? На французском языке я одинаково владею 2 языками, и для русскоязычных брать гида индивидуального — это более такое привычное дело. Для французы больше предпочитают групповые прогулки. Ну вот, например, я провожу прогулки, очень интересно, мама Седрика, моего мужа, то есть моя бельмер, тоже заинтересовалась, подтянула всех своих знакомых, и мы с ними уже 2 года проводим, я по разным кварталам для них делаю прогулки на французском языке. Сначала был Монмартр, потом был Маре, и каждый раз они очень удивлены, потому что этих мест они не видели, хотя сами парижане. Для тебя важна отдача туристов, для которых ты проводишь экскурсию? Потому что мне кажется, что это как работа учителем, работа радиоведущего, просто ведущего. Ты хочешь всегда получать какую-то энергию, видеть, чувствовать, видеть интерес в глазах. Бывает так, что ты рассказываешь, а в глазах просто ноль, и что делать в этот момент? Я думаю, что это как с уроками. Я не знаю, как ты, но ко мне приходят, получается, доходят до меня немножко свои люди. И либо так получается, что я не беру, либо мы друг друга не выбираем. То есть есть вот какой-то... Я бы не сказала, что это фейс-контроль на входе. Ты понимаешь, твой это человек или не твой? Да. Один раз у меня было так, что я не смогла почувствовать волну людей, они тоже меня, и мы с ними вот в начале прогулки расстались. Вот, но это было вот один раз за все 7 лет. Посмотри, как Бублик и Мартин нашли общий язык. Мартин! Они, по-моему, прекрасно проводят время. Да, мне кажется, они уже подружились. Ты преподавала русский язык иностранцам. Да. Ты преподаешь и преподавала французский язык русскоязычным. Как отличаются эти категории студентов? Я вижу, что студенты из разных стран, они действительно отличаются. Азиаты, как и мы, люди, рожденные в Советском Союзе, жутко боятся сделать ошибку. Очень часто азиаты прекрасно знают грамматику, отлично. Они прекрасно делают упражнения. Но не говорят. Но не говорят, потому что боятся сделать ошибку. Есть люди, которые вообще не переживают, особенно итальянцы, испанцы, если сделали ошибку, ничего страшного, они как поезд говорят. Правильно, неправильно, неважно. Вот русские, изучающие французский язык, и, например, французы, изучающие русский язык. Но французов, изучающих русский язык, меньше. Это прям такая нишевая история, когда к тебе приходят... Но есть 2 категории людей. Есть категория людей, которые просят сразу разговорный русский, так вот залетают в вагон, так вот спинка открывают и говорят так: мне не нужно никакой грамматики, мне ничего не нужно, давайте говорить. И вторая категория людей, которые вдумчиво понимают, что это будет занимать... Да, Бублик, ты тоже разговариваешь? Что это будет занимать какое-то время, и вот с ними у меня ученики, на самом деле, я с ними проживала буквально маленькую жизнь, потому что они со мной оставались по 7-8 лет. То есть это очень такой вот, практически уже часть семьи. Сейчас будет идиотский вопрос, более идиотским только, наверное, может быть вопрос, который лично мне часто задавали в детстве малознакомые люди. Ты кого больше любишь, маму или папу? Ужаснее вопроса не придумать. Я слышал, что многие русскоязычные говорили, которые владели французским языком, что французский намного сложнее, чем русский. С другой стороны, в основном иностранцы говорят: вы что, русский просто ужасно сложный. Ты как человек, владеющий 2 языками, если мы говорим о грамматике, о произношении, о фонетике, как тебе кажется, какой язык труднее? Французский можно быстрее выучить. Так. Очень важно поставить произношение. То есть вот первая фонетика, носовые, то есть вот нужно несколько прям первых моментов уделить, прям хорошо научиться читать. И потом все, практически грамматика, она идет потом и в разговоре без проблем. Русский это нужно прямо вот долго и усидчиво. Ты, наверное, мне скажешь, что я права или Конечно. нет. Но там прямо надо собирать по пазлам очень долго, прежде чем... И произношение это совсем не первое. Я слышал, что французский язык тем сложен, что там действительно
одно дело, как ты пишешь, другое дело, как ты произносишь все Ну, это очень быстро разбирается. Я, пока мы обедали, Ольге рассказал историю, что я 2 дня подряд приходил в разные булочные, и я, как человек, уважающий страну, культуру, язык, где я нахожусь, даже будучи туристом, пытался, конечно, говорить по-французски. Я заходил, говорил «бонжур» и просил 2 круассана. Видимо, я 2 говорил как 1, и мне вчера дали 1 круассан, я увидел, что мне дали 1, сказал «нет, мне 2». «Du croissant». Да. «De». Сегодня я сказал «du croissant, s'il vous plaît», и не обратил внимания, сколько мне положили круассанов, и дома обнаружил, что положили 1 круассан. И я понял, что с произношением у меня беда, поэтому во время ланча Ольга учила произносить меня, как сказать «de», чтобы завтра мне дали 2 круассана. Кстати, это к вопросу о том, что даже если вы, будучи туристами, приезжаете в какую-то страну, нужно хотя бы что-то, хотя бы 2-3 слова сказать на языке этой страны. Это так вы показываете уважение. Правда? Безусловно. Ты часто путаешь слова, ты часто помнишь слово на французском языке, но оно уже уходит в пассивный вокабуляр на русском языке. Да, это, наверное, даже будет заметно в интервью, как я вставляю французские слова. Каждый раз, когда Ольга это делает, я думаю, боже, как я буду писать транскрипции? Мне нужно будет найти, как эти слова пишутся. А мне ужасно неудобно. Все хорошо. Есть какие-то слова, может быть, ты вспомнишь, которые появились в русском языке уже после того, как ты уехала из Москвы, и для тебя эти слова ближе к телу уже на французском языке. Я приведу пример. Я, когда приезжал раньше в Россию, я, по-моему, уже рассказывал, я всегда заказывал свежевыжатый апельсиновый сок. На меня все смотрели как на идиота, потому что появилось слово «fresh» уже после того, как я уехал из России. Я по старинке свежевыжатый апельсиновый сок заказывал. Если вспомнишь, были какие-то такие, может быть, слова, которые уже пришли, и которые ты уже как бы не чувствуешь, они не твои? Есть целые выражения, даже буквально шутки, да, которые я не то что... в общем, они не были в моем поколении, начало 80-х, 90-х, целая вот туда культура, вот за 20 лет, которой я здесь живу. И поэтому для меня очень важно, на самом деле, и гулять с русскоязычными, и общаться, потому что это вот все привозится, и я это все узнаю таким образом. Я в последнее время заметил очень интересную конструкцию, я ее не использую, но молодое русскоязычное и не только русскоязычное поколение активно используют. Они говорят: ой, это что-то на богатом, ой, Да. это что-то на бедном. Я пытался понять вообще, откуда это происходит, когда если что-то очень дорого выглядит, да, говорят: ой, это что-то на богатом. Наверное, как на богатом языке, что-то такое. Это как будто ты попадаешь в богатый мир, Да. используя. Это, мне кажется, очень русский менталитет, потому что если у тебя будет много брендов или какая-то сумка особенная, то ты, как будто это окошко для тебя вот в этот мир другой, богатый. Поэтому надо себе... Мне кажется, во французском такого невозможно найти. Что в фонетике или в грамматике французского языка вызывает трудности у русскоязычных? Носовые. Носовые, да? Ну вот, да. Копан. Что это такое? Копан – это друг-дружок. Друг-дружок. Да. Коп- Копан, пан, это- ван. Это нужно в нос говорить. Да, это вот такие звуки, которые проходят через носоглотку и немножко зажимаются и отправляются в нос. Твой Их муж нет. француз, изучающий русский язык. Как тебе кажется, какие трудности у французов, изучающих русский язык? Я, кстати, тебя хотела, пользуясь случаем, поблагодарить, потому что, когда я думала, кому же доверить Седрика, потому что я нехорошо в семье учить самому роли смешивать. И я сразу подумала о тебе, и я прям очень благодарна за Надеюсь, эти... что ему нравились наши уроки. Да, ему очень нравилось, и вот эти последние 2 года, которые ты с ним проработал, даже, мне кажется, 3 почти было. Может быть. Почти 3 года, это, конечно, фантастика. Произношение, грамматика, и нет такого, мне кажется, у русскоязычных все-таки есть больше желания учить какой-то другой язык. Для французов это больше такое хобби, это не должно становиться слишком сложно. То есть вот выдерживать вот этот вот немножко вот баланс непросто. Я заметил, что французы очень бережно относятся к своему языку и достаточно ревностно относятся к английскому языку, как мне кажется, конечно. Скажи, а насколько французы консерваторы в плане языка? Насколько они
принимают какие-то англицизмы, которые, хочешь не хочешь, приходят в наш язык. Мы знаем с тобой, что русский язык взял очень много слов из английского в том числе. Насколько они языковые, лингвистические консерваторы? У французского очень много сейчас нанесенного и из магребинских языков, и с английского. То есть существует, я бы сказала, существуют такие миры, такие вот немножко разные социумы. И потому как ты говоришь, по большому счету, можно понять, откуда ты. Из 16-го округа, из какой-то социальной среды, из буржуазной или из пригорода. То есть на самом деле язык очень сильно отражает и твое социальное происхождение, и твой круг общения, и вообще весь твой мир. У меня, например, недавно был подкаст, мы с коллегой обсуждали, какие слова стали нормой, и нормой на самом деле в русском языке стали слова, которые еще недавно были каким-то сленгом. Насколько, как тебе кажется, французский язык пластичен в этом вопросе? Насколько быстро нормой становятся какие-то такие слова, выражения? Французский язык очень пластичен. Вообще мы говорим о франкофонии, да, то есть французы любят включать много стран, что есть и бывшие колонии, да, и страны, как, например, Канада, где в одном из мест говорят на французском языке. Но, опять же, мне кажется, мысль о том, что язык отражает твое происхождение, твой социальный уровень и, грубо говоря, сколько у тебя денег, это очень прослеживается. Вот я не знаю, насколько в русском языке, вот интересно было бы сравнить даже. Нет, мне кажется, что мы можем понять что-то о человеке, об уровне его культуры, образования и где он рос, только по тому, как он говорит, по использованию или неиспользованию нецензурной лексики и слов-паразитов. И, конечно, какой-то говор может нам подсказать, откуда он. Да. С юга, с севера и так далее. Вот, кстати, очень интересно, я в Париже, потому что, поскольку я родилась в Москве, и аканье, да, мое московское, для меня было абсолютно нормой. И только в Париже я поняла, насколько я прям чувствую ухом, когда люди приезжают, например, с юга России, конечно, или с севера. То есть именно вот здесь я увидела вот это вот все разнообразие. Моя мама крымчанка, у нее Г фрикативная, она называет меня Сергей, то есть она гэкает у меня. Это весь юг, да. Да, это весь юг, конечно. Ольга, последний вопрос. Гид, преподавательница, студентка. Как не выгореть? Столько всего, все интересно, все хочется успеть, все хочется сделать. Откуда брать энергию? Мне кажется, я скорее проживаю как разные жизни. То есть есть книга, которая заканчивается, другая начинается. То есть у меня не получается, что все вместе, а что-то начинается, что-то заканчивается. Но самый лучший отдых — это просто с бубликом. Да, самый лучший. Кстати, с тех пор, как у меня появилась собака, она очень позволяет сконцентрироваться вот прямо на сегодняшнем моменте и, да, и быть здесь и сейчас. Это очень важно. Ну что, друзья, мы ждем ваших комментариев. Пожалуйста, пишите. Мартин, иди сюда, будем прощаться. Ольга, спасибо тебе большое. Я с удовольствием вернусь в Париж, с удовольствием встречусь с тобой и просто заставлю тебя еще дать мне несколько интервью, потому что ты кладезь знаний, интересных историй. Так, поскольку я тут всем рассказывал о том, что я в стране пребывания хочу выучить несколько новых фраз, мне нужно как-то по-французски попрощаться сейчас. Только очень короткую фразу. Салют. Все. Для привета и для пока. Салют. Салют. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Салют. Салют.